Друзья мои, всем привет! Конец апреля, и сегодня я вам расскажу, как ухаживать за клубникой в этот период. Дам вам 5 очень полезных рекомендаций по уходу за клубникой, чтобы летом у вас было много вкусной, крупной и сладкой ягоды. Ну а прежде чем я начну свой рассказ, я прошу вас поддержать меня лайком, подписаться на канал, если вы еще не подписаны, а также написать в комментариях и поделиться вашим опытом, как вы выращиваете крупноплодную землянику, у нас ее называют клубникой, в своих условиях. Нахожусь я в Московской области, и давайте непосредственно перейдем к клубнике. Друзья мои, вот так сейчас выглядят кустики клубники. Я их еще не обрабатывал ничем, и сейчас я вам расскажу, что с ними нужно сделать. Вот такой они сейчас вид имеют. Первая моя рекомендация, это, конечно, нужно убрать все вот такие сухие старые листья. Обрезаем их как можно ближе к кусту. Вот они, прошлогодние эти листочки. Обязательно их убираем с участка. Лучше всего их сжечь, потому что они являются распространителями болезнетворных микроорганизмов, а также вредителей. Поэтому сразу их складываем в ведрышко, выносим с участка подальше и по возможности, конечно, сжигаем. И так убираем всю старую сухую листву. Кстати, очень удобно пользоваться вот такими ножницами. Они с пружинкой, с такой как бы мини-секатор получается. Можно, конечно, пользоваться и обычными бытовыми ножницами, но вот таким инструментом, я вас уверяю, очень удобно это делать. Кстати, еще вам хочу посоветовать, не пытайтесь вот эти вот листики просто выдернуть, оторвать руками. Если кустик у вас молоденький, то вместо с листочком вы можете вырвать из земли и сам куст. Сейчас я привел кустик в порядок. И второе, что нужно с ним сделать, второй мой совет, это, конечно, его прополоть. Но у меня как бы особо сорняков много нет, но я вам, тем не менее, сейчас покажу самые злобные сорняки, самые вредные сорняки на клубнике, которые, я думаю, что и у вас могут попадаться. На моем участке больше всего мне доставляет неприятности это вот такие растения, сорняки, как одуванчик. У одуванчика стержневой длинный корень, и, как правило, при выдергивании этого сорняка, при прополке, этот корень обламывается, и, естественно, он прорастает часто очень снова. Вот смотрите, сейчас я вам покажу кустик один. Вот кустик, и этот сорняк, одуванчик, пророс прямо в его центре. Удалить его практически невозможно, поэтому вот в таком случае придется мне этот куст полностью выкапывать, удалять отсюда одуванчик и снова куст сажать, потому что без выкопки не получится полностью удалить этот сорняк. Также вот такой сорняк, он еще называется яснотка или крапива нежгучая. В чем его неприятность? Он заплетает корнями, у него ползучий корень, заплетает куст клубники, и опять же его невозможно хорошо прополоть без выкопки. То есть приходится куст выкапывать, освобождать его от корней вот этого растения и снова сажать. Следующий сорняк, который тоже может очень много хлопот вам доставить на клубнике, это пырей с ползучим корнем. Корень его также ползет, заплетает весь куст клубники, подавляет его рост. Избавиться от него без выкапывания самого куста практически невозможно. Прополка получается только поверхностной. Весь корень остается в земле. И, естественно, у клубники он забирает питательные вещества. Итак, после того, как вы пропололи сорняки, обязательно землю вокруг кустиков клубники нужно подрыхлить. Пользоваться можно либо небольшими тяпками, либо плоскорезом, как я вам сейчас показываю, либо также очень удобно пользоваться вот такой вот тяпкой. Я и работаю. Удобство в том, что не надо наклоняться. Вот такой вот тяпка с длинной ручкой. Ей больше всего мне нравится работать при окучивании, при рыхлении клубники. Также во время рыхления я вам советую немножко землю под клубничный куст, как бы ее чуть-чуть окучить, но не сильно. Это нужно для того, чтобы немного клубнику присыпать, так как старые кустики, они обычно разрастаются вверх и у них корни оголяются. Также бывает еще такое явление после зимы, как после того, как грунт оттаивает, есть такое свойство грунта, которое называется морозное пучение. Это такое свойство, когда грунт выталкивает растения из как бы из почвы самой, они приподнимаются, и весной как бы они немножко, вот получается,
корни их оголены. Вот если такое явление вы заметите ранней весной, то, конечно, клубнику нужно немного подокучить, но не сильно, потому что клубника не любит, когда ее корневая шейка сильно заглублена. В этом случае может куст и загнить даже. Четвертая рекомендация. После того, как вы пропололи клубнику, подрыхлили ее, немного окучили, и вот как раз самый удобный вариант сейчас ее немного подкормить. Подкармливать можно по-разному. Многие используют свои собственные какие-то наработки в этом деле. Но я вам расскажу о такой очень простой подкормке органоминеральной, который насытит в данное время сейчас, ранней весной, клубнику азотом и также даст ей калий и другие необходимые макро- и микроэлементы. Органоминеральная подкормка. А вообще, по общей схеме, обычно клубнику ранней весной удобряют азотным удобрением, это может быть органическое либо минеральное удобрение. А уже на стадии, когда она зацветает и образуются первые плоды, то тогда уже применяются фосфорные и калийные удобрения. Но на данной стадии должны в удобрениях прежде всего должен преобладать азот. Итак, подкармливать я буду нашатырным спиртом. Буду использовать вот такую вот мерную чашечку. На 10-литровую лейку нам потребуется 40 мл, либо 2 столовых ложки. Почему я именно использую нашатырный спирт в качестве азотной подкормки? Дело в том, что в этом веществе азот находится в легко доступной форме для растений. Также вот это вещество способно отпугнуть некоторых вредителей от клубники, таких как, допустим, личинки майского жука, хрущи их еще называют. Многие жалуются, что на клубнике вот эти вредители свирепствуют и практически выгрызают полностью кусты. Так вот, нашатырный спирт хорошо помогает с этим справиться, при этом он не вредит самому растению и насыщает клубнику азотом. Это будет как бы минеральная составляющая. Сейчас я налью 40 мл нашатырного спирта. Отправляю в леечку. В качестве органического компонента в подкормке у меня будет выступать гумат. Гумат насытит почву калием, другими макро- и микроэлементами, а также поможет азоту быстрее впитаться растениям. То есть усвояемость азота при применении одновременно с гуматом, она намного выше. Поэтому я такое же количество гумата развожу в лейке 10-литровой и приступлю к обработке. Добавляю гумат в лейку, хорошо перемешиваю. Этим удобрением надо пользоваться сразу после приготовления, поскольку азот в аммиачном спирте, который содержится, может быстро улетучиваться. Поэтому, как только приготовили, размешали, и сразу переходим к подкормке. На каждый кустик клубники достаточно 1 литра вот этой подкормки. Итак, у нас получается 10-литровая лейка, идет примерно на 10 кустиков клубники. Перед тем, как подкармливать клубнику, если у вас земля сухая и не было давно дождя, надо почву, конечно, хорошо пролить. Но вот у меня вчера прошел здесь дождь, и у меня почва влажная, поэтому я поливаю и удабриваю без предварительного полива клубники. Вот таким образом. Можно использовать ситечко, можно без ситечка, кому как удобно. Поливаем кустик клубники, примерно литр подкормки используем. И вот сейчас, благодаря тому, что мы предварительно прорыхлили и пропололи наши кустики, вода и питательный раствор, который мы сделали, быстро впитывается непосредственно прямо к корням клубники. Растение вот тут же моментально начинает поглощать. Итак, переходим к 5-й рекомендации. Она будет заключаться в том, чтобы нашу влагу сохранить подольше вокруг кустика клубники, а также оградить кустик от слизней, улиток, которые у многих заводятся. И вот для этого очень хорошо подходит так называемый еловый хвойный опад. Опад может быть от сосны, сосновый опад, еловый опад, неважно. Вокруг кустика мы посыпаем опадом. И таким образом мы мульчируем кустик.
Сорнякам будет намного труднее пробиться через слой хвои, через слой мульчи. То есть мы сдержим таким образом рост сорняка. Также плюс еще в этом мы немножко подкислим почву, поскольку клубника, она любит немного кислую почву. И хвойный опад, особенно если он перепревший, он в этом деле нам поможет. Если у вас нет хвойного опада, можно также использовать для мульчирования клубники, она это тоже очень любит, солому. Солома не содержит семян, поэтому ее хорошо использовать, то есть вы не засорите ваш клубничный участок еще и сорняками. Ну, обычно там попадаются семена как сорняков, так и каких-то злаковых растений. В общем, это нам ничего не нужно. Самый лучший вариант — это, конечно, хвойный опад. Еще его, как я уже говорил, боятся слизни и улитки. Они очень любят лакомиться красными, уже созревшими, такими даже перезревшими ягодами, когда ягоды находятся в самом соку, ягоды клубники. Вот ими любят очень лакомиться слизни и улитки. А вот хвойный опад они очень не любят, потому что брюшко у них нежное, и ползать им по вот таким иголкам очень неприятно. Вот основная суть 5-й рекомендации. Ну вот, дорогие друзья, сегодня я вам дал 5 полезных советов по уходу за клубникой в ранневесенний период. Надеюсь, эти советы и мои рекомендации будут вам полезны. Вы получите большой, хороший урожай вкусной и полезной ягоды клубники. Ну а на этом пока все. До новых встреч. Всем хорошего. Пока-пока.